Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 10 марта, пятница. И сегодня в нашей международной панораме мы переместимся в сторону Ирана, Ближнего Востока и рассмотрим те угрозы, а может быть и те плюсы, которые может иметь Украина вот из этого региона. И главными игроками у нас сегодня будут, естественно, Украина, Мордор, Иран и Израиль. Но начать я хотел бы с небольшого анонса. Буквально сегодня поступила час назад информация о том, что в Китае Саудовская Аравия и Иран договорились о возобновлении дипломатических отношений, которые были прерваны на целых 7 лет. Это соглашение, в общем, такое эпохальное, я бы сказал. Оно, прежде всего, чем интересно для нас, оно свидетельствует о большом влиянии, которое имеет Китай на Иран, а также о большом экономическом влиянии, которое имеет Китай для Саудовской Аравии. Но для меня, прежде всего, интерес представляет это событие с точки зрения возможного выстраивания оси Москва, Пекин, Тегеран, ну и в какой-то степени Северная Корея, которую я бы назвал осью зла. Соединенные Штаты, как считают саудовские аналитики, в течение последовательных 4 администраций последних Соединенных Штатов Америки все больше, постепенно, но все дальше уходят с Ближнего Востока. Образуется вакуум, который заполняет Китай. И я вот, опять-таки, применительно войны, которая сейчас идет на территории Украины, смотрю на это дело с настороженностью. Ну и с этим перейдем к Ирану. Иран. Буквально на днях в Сенатском комитете по разведке Конгресса США состоялись слушания, на которых выступила директор национальной разведки Эверл Хейнс. Но она много там еще говорила. Важное для нашей сегодняшней темы состоит в следующем. По ее оценкам, то есть по оценкам национальной разведки США, Россия в этом году, может быть, не только в этом календарном году, но и несколько дальше, вряд ли будет способна вести активные наступательные действия на территории Украины. По 2 причинам. Первое – истощение людских ресурсов, квалифицированных, хорошо тренированных, боеспособных военнослужащих. Второе – это износ техники. Вытаскивают рухлядь, изготовление как БТР или БМП-50, которое впервые было принято на вооружение, если я не ошибаюсь, еще в 1956 году. Ну и танк 62, поступивший на вооружение Советского Союза в 1961 году, в том году, когда президент Кеннеди принял присягу при вступлении в должность президента Соединенных Штатов. И вот эту рухлядь сейчас Российская Федерация вытаскивает из запаленных сундуков Министерства обороны. Критически иссякают боеприпасы. ВПК не справляется. Таким образом, Россия, вместо России людскую силу со стороны там особо не заместишь. Зэки все меньше выражают готовность идти в Вагнер. А вот что касается боеприпасов, то Россия попадает в критическую зависимость от внешних поставщиков. И пока, это я так сказал, поставщиков, пока их не так уже много. По сообщению британского телеканала Sky News, который при этом ссылается на разведку Великобритании, в январе месяце этого года 2 корабля, 2 судна российских под российским флагом, один из них Муса Джамиль, если я не ошибаюсь, вышли из иранского и затем сделали кратковременную остановку в территориальных водах Туркменистана и затем проследовали в Астрахань. По
полученным данным, на борту этих судов находилось 200 контейнеров, в которых было около 1 миллиона патронов различного калибра для пистолетов, для автоматов, для пулеметов, а также около 300 тысяч боеприпасов. Боеприпасов для минометов, гранаты для гранатометов, ну и артиллерийские боеприпасы. Если принимать во внимание, что по оценкам американских военных экспертов в пиковые дни или сутки российские вооруженные силы на территории Украины расходовали до 20 тысяч снарядов, артиллерийских снарядов, то вот этих 300 тысяч хватит, ну, где-то так, на 2 недели. Ну, может быть, на 3 недели, но не больше. То есть не ахти какой запас. Другого источника постоянного, мощного, как мы знаем, у России пока нет. КНДР что-то там поставила в небольшом количестве, не получив на это благословение Пекина. Пекин, как мы с вами следим, наблюдаем, Пекин пока не спешит оказывать летальную помощь, и пока нет серьезных оснований считать, что она вот-вот начнет поступать. Я слышу разговоры в русскоязычном интернете о том, что Си Цзиньпин готовится к визиту в Москву. Просмотрел сегодня с утра китайские газеты, которые доступны на европейских языках, и никакого даже намека на предстоящий визит Си Цзиньпина я там не видел. Поэтому даже если он втайне и готовится, то все анонсы о нем исходят из Москвы. Я считаю, в целях самопиара, это от отчаяния, чтобы показать, что Россия не одинока. А Китай, если даже какой-то визит там рассматривается, придает этому не пропагандистское значение и стремится держать это, ну, как можно более на низком уровне, то есть без всяких фанфар, чтобы не сыграть на руку кремлевской пропаганде. Таким образом, получается, что Россия зависит критически от внешних поставок боеприпасов. На настоящий момент, по оценкам американских экспертов, иранцы поставили в Россию примерно 1700 беспилотников. Будут строить завод, или начали уже строить, который будет производить 6000 беспилотников. Ну, затем вот эти пули, патроны и боеприпасы. Но существует еще секретное соглашение, которое было заключено с Путиным, лично с Путиным, летом прошлого года, согласно которому Россия пообещала, в принципе, поставить в Иран, то есть в обратном направлении, Су-35, затем системы ПВО Си или С-400, корабли, военные корабли, подводные лодки и даже якобы спутники. Это все в обмен, чтобы Иран мобилизовался и в первую очередь быстрыми темпами поставлял боеприпасы. Насчет возможных поставок иранских ракет, я вам говорил, существует некое взаимопонимание. То есть меня тут недавно спрашивали в одном из интервью, были ли переговоры между США и Ираном на этот счет, что Иран не поставляет баллистические ракеты России, а американцы не поставляют атакамс. Так вот, таких переговоров не было, но есть какое-то взаимопонимание, что если иранцы поставят эти ракеты, то, вернее, если Россия примет эти ракеты, то есть тут американцы пугают Россию. Если Россия попросит и примет эти ракеты баллистические, тогда Соединенные Штаты открывают шлюзы и полным ходом поставляют ракеты «Атакамс». Но надо сказать, что да, пока, во всяком случае, официально американцы этого не делают, иранцы не поставляют баллистические ракеты, но британцы, как мы знаем, объявили о поставках ракет Storm Shadow, которые по своей дальности и радиусу действия превосходят
значительно превосходит Атакамс. Зачем Ирану это нужно? Помимо того, что он вооружается. То есть, потому вот то, что я сейчас вам описал, вы видите, что Россия должна поставить более серьезное оружие Ирану, чем Иран поставляет России. Это, по мнению западных военных аналитиков, свидетельствует о отчаянном положении, в котором оказалась Россия в плане нехватки боеприпасов. То есть тут уже не до кораблей, не до космических аппаратов и подводных лодок, не хватает элементарно патронов и артиллерийских снарядов. С другой стороны, эти поставки Иран рассматривает как возможность протестировать в боевых условиях действия ПВО противной стороны, коей является Украина, с ее все растущим количеством систем натовских противовоздушной обороны. Так вот, Иран тестирует в боевых условиях свою технику. Были вот сообщения о том, что иранские специалисты замечены были в Крыму, и предполагалось, что они учат российских военнослужащих управлять беспилотниками. Может быть, это так, но американские аналитики некоторые предполагают, что на самом деле иранцы присутствуют на российской территории для того, чтобы наблюдать за эффективностью использования их техники и как она работает в условиях противодействия противника, противодействия американским и другим натовским системам ПВО для того, чтобы их, совершенствовать свои беспилотники. То есть фактически Иран поймал Россию, не столько Россия поймала Иран, сколько Иран поймал Россию в затруднительном положении и заставил Россию подписать, то есть Путина, летом прошлого года, секретное соглашение, в рамках которого там были обещаны вот эти подводные лодки, корабли, спутники. Но самое главное, то, что эти две стороны подписали, и самое главное, карта, козырная, я бы сказал, карта, которую обе стороны используют сейчас по полной программе, это вопрос о ядерной сделке, о котором вы знаете, да, которая была расторгнута во время администрации Трампа. Смысл ее состоял в том, что Иран не будет обогащать уран выше определенной степени. Степень эта с 2021 года составляла 60% частоты. Хотя совсем недавно появилось сообщение, что иранцы якобы какая-то партия урана была обогащена до 84%, а боевой уран, из которого можно делать уже ядерную бомбу, начинается с 90%. Но потом это как-то так отыграли обратно, даже МАГАТЭ отыграла обратно, то есть были сообщения о том, что вот эти 84% это просто одна отдельная, как-то так получилось, партия урана, на самом деле все остальное 60%, все стороны пока не возмущаются, то есть надо полагать и американцы, и другие участники этого соглашения, а их 5 плюс 1, то есть 5 членов Совета Безопасности, включая Россию, и плюс Германия. Так вот, согласно этому секретному соглашению, Иран передавал свой обогащенный уран Российской Федерации, Путину, и Россия его складировала с тем, чтобы Иран не использовал этот уран для производства ядерного оружия. То есть, когда это все разрабатывалось, Россия еще не была изгоем международного общества, и ей по какой-то причине доверяли. Скорее всего, доверяли, потому что это была единственная страна, на которую дал согласие Иран, что он будет отдавать туда свой обогащенный уран, и Россия будет его держать. Так вот,
секретная часть сделки с Путиным заключалась в том, что если Соединенные Штаты объявляют о выходе об этой сделке, если сделка не состоится, все, она мертва, тогда Россия передает этот обогащенный уран обратно в Иран. И как высказался один из американских высокопоставленных военных, в этом случае у Ирана будет возможность в течение 12 дней произвести ядерное оружие. И вот обе стороны это используют, вот эту карту. То есть фактически Путин представляется сейчас и пытается разыграть карту, что только от него зависит, будет ли у Ирана атомная бомба или нет. Если Иран приобретает ядерное оружие, это кошмарная ситуация. Это конец режиму нераспространения ядерного оружия. Это кошмар для Израиля. Это как бы взрывает всю обстановку и так взрывоопасного Ближнего Востока. Там все, ну не все, но многие страны, прежде всего Саудовская Аравия, тут же потянутся за своей атомной бомбой. Ну вот и как бы так демиург, который над всем этим и который может позволить или не позволить этому свершиться, это якобы Путин. Иран тоже не прочь поиграться в эту карту, потому что, ну, ведь есть такие аналитики, которые глубоко разбираются в смысле этой сделки, которые говорят, которые считают, что Иран просто играется в эту атомную бомбу. То есть, ну вот, официальный представитель Ирана в Организации Объединенных Наций по фамилии почти Бабаи, он говорит, что принципиальная позиция, чуть ли не конституционный принцип Ирана состоит в том, что Иран не может применять оружие массового поражения. А потому не будет у него никакой бомбы, и он к этому не стремится. И некоторые считают, аналитики, что, возможно, в этом и есть сермяжная правда. Потому что Иран играется вот в эту угрозу. Типа, если вы будете совсем плохо по отношению ко мне вести, я сделаю ядерную бомбу. Ну и все пугаются, и вот вокруг него все танцуют, вокруг Ирана. А на самом деле, некоторые аналитики предполагают, да плюньте на него. Пусть обогащает уран и дальше. Вот последний сделал он партию на 84%. Пусть делает 90%. Но дошел он до 90%. Он же сейчас все пугает, что если вы со мной плохо будете обращаться, я буду обогащать дальше. Окей, обогатил до 90%, обогатил дальше. Ну что дальше теперь? А дальше все, ну что, ну делай бомбу. Сделаешь атомную бомбу, его все крантики перекроют, все программы, там нефть на продовольствие, страна-изгой. Нужно ли это Ирану? И даже тот же Китай от него отвернется, да весь мир практически от него отвернется, если это случится. Поэтому вот есть такое мнение, что Иран играется в эту угрозу, что он сделает себе атомную бомбу. А Путин пытается, значит, использовать ситуацию для того, чтобы представить себя как бы решалой, который может допустить, а может и не допустить. Израиль. Все это наблюдает внимательно Израиль, у которого, как известно, Иран – это самый заклятый враг. И тут происходит как бы игра или взаимоотношения в треугольнике Израиль, Россия и Иран. Чем ближе отношения между Ираном и Россией, тем, считается, хуже должны стать отношения между Израилем и Россией. Хотя до начала российской агрессии эти отношения между Москвой и Тель-Авивом были вполне благополучны, особенно при Нетаньяху, который был бы чуть ли не дружбаном у Путина. Но теперь все изменилось. Россия, то есть Израиль, по большому счету, не особо волнует то, что Иран поставляет Российской Федерации. Хотя косвенно волнует, потому что, опять-таки, таким образом Иран испытывает свое оружие на территории Украины,
он его усовершенствует, делает его более эффективным. И самое главное, что представляет угрозу для Израиля, это иранские ракеты. Иранские ракеты, которым Иран в значительной мере передал Хезболле. По оценкам аналитиков, Хезболла обладает теперь примерно 150 тысячами ракет. Это тоже страшный враг Израиля. И считается, что если Иран даст отмашку Хезболле, и Хезболла начнет ракетные обстрелы Израиля, это будут обстрелы мощностью до 2000 ракетных ударов в день. То есть это, по большому счету, кошмар. То есть Иран с большой, в общем-то, с настороженностью смотрит на поставки иранских типов вооружения в Россию, но еще с большим опасением Израиль относится к сообщениям о встречных поставках. Его очень беспокоят поставки, возможные, С-400, хотя некоторые аналитики говорят, что С-400 – это хорошо покрашенная или перекрашенная С-300, но тем не менее. Подводные лодки, корабли и спутники. Значит, Израиль сталкивается фактически косвенно, а иногда и напрямую с Ираном на территории Сирии. Именно через сирийскую территорию иранцы передают свои вооружения, в том числе ракеты, Хезболле. И для того, чтобы пресечь эти поставки, время от времени Израиль бомбит. Бомбит позиции проиранских сил, той же Хезболлы, склады, соответствующие с оружием, на сирийской территории. И в Израиле понимают, что если Израиль начнет оказывать помощь летальным оружием, просто оружием Украине, то в отместку Москва может прекратить такое джентльменское, что ли, соглашение между Россией и Израилем, которое было заключено в 2015 году, согласно которому россияне фактически позволяют ВВС Израиля бомбить проиранские силы, силы Хезболлы на территории Сирии. Теперь, значит, если отношения между двумя странами в результате поставок израильского оружия в Сирию ухудшаются, считается, что Россия может это дело прекратить, активизировав свою систему ПВО в Сирии против израильских самолетов. Ну и вот тогда возникнет такая критическая ситуация, когда будет как бы так чаша весов. Что важнее Израилю? Пресечь очередную поставку вооружений Хезболле на территории Сирии или вступить фактически в боестолкновение с российскими вооруженными силами, которые остались на территории Сирии. Там значительную часть их убрали, но система ПВО все-таки осталась. Россия еще раз разыгрывает какую карту? Она разыгрывает карту еврейской миграции из России в Израиль после развала Советского Союза. За это время, по некоторым неофициальным оценкам, из территории бывшего Советского Союза, в значительной степени большинство из них из Российской Федерации, то есть около 1 миллиона евреев с бывшего Советского Союза перебрались в Израиль, и теперь они израильские граждане. И Россия может на них влиять, так или иначе. Кроме того, значительная часть евреев все-таки еще остались на российской территории. Россия может затруднить их репатриацию в Израиль. А репатриация является, как говорят некоторые аналитики, израильские аналитики, смыслом существования Израиля. То есть Россия, Путин могут так существенно испортить не то что настроение, а, в общем-то, стратегическую цель, негативно весьма повлиять на стратегические цели израильской внешней политики. Ну и, наконец, ядерная сделка. Для Израиля недопустимо, чтобы
Иран приобрел ядерное оружие. Пока, значит, ведется вот эта борьба, танцы с бубнами вокруг ядерной сделки, хотя уж американцы на каком-то этапе махнули на нее рукой, сказали полуофициально, что никакой надежды нет, но удивительным образом Иран продолжает не превышать обогащение урана свыше 60%, кроме вот этого одного инцидента, о котором я сказал. Но, тем не менее, Израиль вместе с Соединенными Штатами готовится к решительному шагу на случай, если Иран все-таки предпримет решение изготовить эту атомную бомбу, в случае, если Россия передаст обратно по результатам несостоявшегося, невозобновленного ядерного соглашения, Россия передает обогащенный уран обратно Ирану. Иран, как говорили некоторые американские военные, в течение 2 недель можно изготовить бомбу. В этом случае, значит, в ноябре прошлого года ВВС Соединенных Штатов и Израиля провели совместные учения, в ходе которых напрямую отрабатывалась возможность нанесения удара по объектам Ирана, которые так или иначе связаны с производством, обогащением урана и с ядерной его программой. В этом году проводятся учения Juniper Oak, если я не ошибаюсь, они называются, хотя говорится, что они не направлены против Ирана, но тем не менее. Израиль очень обеспокоен развитием ситуации, и вот получается, каждая сторона играет какую-то свою достаточно тонкую игру. И где тут начинаются партнерские отношения, и где они начинаются, и где они заканчиваются, грань здесь провести иногда очень-очень сложно. Как сообщил, значит, последнее сообщение из Вашингтона, это сказал госсекретарь Блинкен, комментируя ситуацию с ядерной сделкой, сейчас любое решение находится на столе, то есть любая возможность. Это имеется в виду под такой формулировкой, что возможен совместный американо-израильский удар по ядерным объектам в Израиле, в Иране. Ну вот такая, значит, ситуация сложилась. То есть Израиль пытается втянуть или привлечь НАТО, все НАТО, для противодействия Ирану, с тем, чтобы, значит, ограничить его ядерные амбиции, ну и вообще воинственность. С другой стороны, Соединенные Штаты в лице Блинкена, по крайней мере, усиливают давление на Нетаньяху с тем, чтобы Израиль начал оказывать военную помощь Украине. По этому поводу было уже высказывание не так давно президента Зеленского, в котором он сказал, что то, что Израиль будет поставлять оружие Украине, это лишь вопрос времени. При этом украинская сторона просит систему «Проща Давида». Израильтяне пока говорят о том, что это достаточно сложная система. Их у Израиля, да вообще оружие. Израиль – это не та страна, которая в массовых промышленных масштабах производит оружие. Она не может поставлять наравне с любой страной НАТО. Поэтому, в общем, вопрос вроде бы решается. В Украину приезжают известные политические деятели из Израиля, такие как вот один из них Юлий Эдельштейн, весьма влиятельный политик в Израиле, который, в общем-то, обещал, что Израиль рано или поздно будет оказывать военную помощь Украине. Ну и вот вопрос. Значит, все это, то, что я вам рассказал, сводится к следующему. Значит, аналитики считают, что чем ближе отношения России и Ирана, прежде всего в плане военных поставок, тем больше будет антагонизм между Израилем и Россией. И рано или поздно
вот анализируя нынешний ход событий, некоторые аналитики считают, что Израиль не устоит и пойдет на оказание военной помощи Украине. Другие, прежде всего, в том числе израильские аналитики, причем серьезные аналитики, которые работают десятилетия на Министерство обороны Израиля. Вот я недавно прочитал статью в издании The National Interest, где, американское издание, где речь идет о том, что никоим образом, ни в коем случае Израиль не должен оказывать помощь Украине оружием, ну, потому что, во-первых, его мало, во-вторых, оно очень сложное, в-третьих, даже если поставить системы ПВО, то есть если поставить, то это ослабит оборону Израиля, но даже если не оставит, не ослабит, то есть количество, которое физически может поставить Израиль, оно не сыграет важную роль в обороне Украины. Но вместо этого Израиль вот навлечет на себя вот эту кошмарную угрозу из 150 ракет, которые находятся в распоряжении Хезболлы и которые могут быть запущены по указанию из Тегерана. И вот эти аналитики говорят, что Израиль не должен оказывать военную помощь Украине в этой связи. Ну, тут я вам неоднократно говорил, как я оцениваю The National Interest. Может быть, с тех пор, когда господин Саймс в основном перебрался уже в Москву и стал официальным, так сказать, пропагандистом на российских пропагандистских каналах. Там речь шла о том, что это издание The National Interest было как-то там преобразовано, его право собственности на него было трансформировано. Но как бы то ни было, репутация остается. Репутация, как я вам говорил, боевого листка российской пропаганды в Соединенных Штатах Америки. И вот это мнение о том, что Израиль не должен оказывать военную помощь Украине, оно все-таки в меньшинстве. Гораздо более широко и растущее понимание состоит в том, что Израиль, то есть враг моего врага, мой союзник. Это касается отношений между Израилем и Украиной. И преобладающее мнение состоит в том, что, ну, как высказал Блинкен, что Израиль должен, ну не то, что должен, но рано или поздно придется оказывать военную помощь Украине. И по этому поводу, когда недавно здесь побывал господин Нетаньяху, он давал интервью американским средствам массовой информации, в частности, сказал, что он рассматривает такую возможность. С другой стороны, вот те израильские аналитики, которые говорят о том, что никоим образом не должен Израиль оказывать помощь оружием Украине, они говорят, что вместо этого Израиль должен сделать то, что он умеет лучше всего, то есть оказать посильную, то есть массированную гуманитарную помощь, прежде всего в плане развертывания госпиталей. ВСУ, несомненно, это известно, несут серьезные потери в живой силе. Тысячи людей нуждаются в квалифицированном лечении, и это то, где израильтяне действительно сильные. Они занимают в этой сфере одно из ведущих мест в мире. То есть предположение такое есть, почему бы Израилю не развернуть госпиталь, несколько полевых госпиталей. Ну и помимо этого речь идет о медикаментах, продовольствии, там и другой гуманитарной помощи. Вот, собственно говоря, такая ситуация, господа. Я лично... То есть она настолько запутана, что какие-то прогнозы дать практически невозможно, уверенные прогнозы, потому что мне иногда говорят, вот вы там 2 месяца назад говорили одно, а сейчас что-то совсем другое. Но это было бы странно, если бы я говорил бы то же самое, потому что все течет, еще древние греки замечали, все течет, все изменяется. А британский бывший премьер-министр Макмиллан, когда молодой журналист его спросил, что влияет на ваши политические решения, он сказал, события, мой молодой друг, события
Журналист был намного меньше, намного младше Макмиллана. Да, события. А события развиваются стремительно. Восток – дело тонкое, как мы знаем, а такой клубок противоречий, который вот Иран, Израиль, там же и Китай еще, Саудовская Аравия, это просто пороховая бочка. То есть все находится в движении, но, как я вижу это сейчас, Иран должен быть заинтересован, и Россия, в продолжении вот этой игры вокруг ядерной сделки. Это делает Путина чрезвычайно, ну, во всяком случае, в его собственных глазах, чрезвычайно важным и влиятельным игроком. Иран, в принципе, разыгрывает ту же самую карту, очень важная, очень влиятельная страна. Все разговоры, ну не все, но многие разговоры вот об этой ядерной сделке. Если они это решатся, то, значит, все летит в тартарары. Но для того, чтобы продолжать эту сделку, надо как-то так умерить аппетиты насчет поставки оружия России. В качестве поставщика боеприпасов Иран не так страшен, как это мог бы стать Китай. То есть Иран неизвестен, по большому счету, как массовый производитель боеприпасов. А вот что касается ракет, то это другое дело. То есть самая важная задача сейчас, критически важная по оценкам американских разведчиков, представителей разведки и военных кругов, не допустить того, чтобы Иран поставлял ракеты в Российскую Федерацию. И от этого тоже много зависит. От этого, ну, на 100%, нельзя сказать, конечно, но очень сильно зависит и позиция Израиля о поставках оружия Украине. Можно предположить, что если Иран решится поставлять ракеты Российской Федерации, Израиль это будет рассматривать как испытание их в боевых целях для их усовершенствования с последующей передачей Хезболле, которая приобретет более точное оружие, которым может планировать наносить удары по территории Израиля. Возникает замкнутый круг. Так вот, исходя из этого, я, значит, осторожно могу предположить, что в обозримом будущем Иран не поставит эти ракеты России, а следовательно, перелома, вот насыщения этой жажды, нехватки ударных сил, боеприпасов, ракет Российской Федерации, эта проблема не будет решена. И, исходя из этого, значит, мы возвращаемся обратно, с чего начали, с прогноза директора национальной разведки Эверил Хейнс, которая сказала, что в обозримом будущем, ну, она говорила о годе, но, видимо, там и дальше, вряд ли у России будет потенциал для ведения наступательных действий на территории Украины. А из этого только один выход. То есть не выход, а вывод. ВСУ должны, извините за выражение, мочить орков, оккупантов по полной программе. И очень надеюсь, что скоро это начнется. Вот на этом, дорогие друзья, позвольте закончить это видео. Как всегда, слава Украине и ее вооруженным силам. Враг будет разгромлен, победа будет за нами. Вам, дорогие друзья, как всегда, выдержки, мужества и твердой веры в нашу победу. До новых скорых встреч!